Почему у тебя все в жизни не получается так, как ты хочешь, и никаких верных решений ты не можешь найти, и ты не хочешь стараться, ты не хочешь пытаться. Точнее, ты хочешь как бы, но ты для этого ничего не делаешь. Есть много аспектов в этой ситуации, где ты можешь делать те или иные действия, которые могут тебе не поспособствовать, а наоборот ухудшить проблему. Все на самом деле очень просто. Для того, чтобы классифицировать это все, давай разберем по пунктам это все. И первое. Почему у тебя ничего не получается? Ты стараешься, пытаешься. И первый вопрос, который я бы хотел бы тебе задать, это ты много ли пытаешься? И точно ли ты хочешь заниматься этим, нежели просто идти и найти что-то лучшее? Да, может быть, некоторые скажут, что это неправильно, и я уже очень много времени потратил, но все же это как-никак может быть твоим выходом. Именно та деятельность, которую ты можешь приобрести, может впоследствии тебе помочь. И ты можешь разбираться в ней намного лучше, нежели в своей. Это не зависит, битмейкер ли ты, бизнесмен, блогер, без разницы. Это первый аспект. То, что, может быть, тебе просто найти что-то другое. Но не делай сразу правильных выводов, которые ты можешь посчитать правильными. На самом деле они не всегда правильны. Именно поэтому я называю это классификацией. Вторая классификация – это лень. Зачастую лень, потому что некоторые люди думают, что им все придет, и придет это все на блюдеце, там посыпят какими-то специями, и все это будет очень вкусно. Для этого не надо будет готовить, не надо ничего делать. Такое в жизни бывает. Но зачастую это бывает удачей, и я думаю, что если ты смотришь этот ролик, удачи тебе не светит. Для того, чтобы приобрести эту удачу, тебе нужен колоссальный, хочу сказать, опыт. Но не могу прям точно сформулировать. Тебе нужен колоссальный труд больше, нежели опыт. Но и опыт тоже может поспособствовать, потому что чем больше колоссальный твой труд, чем больше у тебя знаний теоретической, тем лучше будет и в практической. Но и практическую мы тоже не будем забывать. И если ты будешь лежать на диване, думать, вот мне кто-то поможет, и этого не произойдет, друг. Нет, этого просто никогда не будет. Ты есть у себя сам, и ты должен построить это все сам. Как бы тебе трудно не было. Третья классификация зачастую это люди, которые часто смотрят на чужое мнение. Они смотрят на мнение окружающих, на мнение родственников, на мнение всех. Буквально зачастую я видел пару ребят, и они, скорее всего, будут этот ролик смотреть, и я им сразу же передаю привет. Они себя точно узнают в этом ролике. Которые говорят, вот у меня не идет. И вот все у меня на самом деле плохо, я с этим хочу закончить. Но на самом деле ты видишь офигенную перспективу. Могу один пример привести, он точно себя вспомнит. Это человечек, который пишет на телефоне биты, что не смогу сделать я, и мне буквально это не нужно, потому что у меня есть компьютер для этого. Но факт сложности того, что он ограничен в тех возможностях, которые он может сделать, и эти ограничения называются именно телефон, а именно тот софт, который он может применить, и какой у него звук по итогу получается, это довольно сильный аспект, я считаю, и это довольно сильный человек. Но он опирается на мнение, он ищет какую-то в себе опору. И он явно вспомнит себя. Я уверяю. Что я хочу донести в этом ролике? Он будет и мотивационный, и нет, смотря какой ты человек. Все будет зависеть очень-очень просто. Я скажу тебе сразу грубую фразу, то, что если ты будешь по этим классификациям работать, то я думаю, что у тебя ничего не выйдет, потому что если даже ты будешь работать и опираться на чужое мнение, это будет похоже как отличник, который сомневается в своих знаниях, и он слушает советы других людей, не более опытных, не более умных, а именно такой средний класс, к которому он как бы сильно не относится. И зачастую этот отличник будет сомневаться в своих решениях, и он может совершить ошибку с учетом того, что он был уверен на 80%, что это было правильно, но он будет пересчитывать, и он сделает ошибку, потому что ему кто-то это сказал.
Зачастую это работает реально на всех этапах жизни и на всех сферах. То, что есть какой-то человек, который думает, что он на самом деле лучший, но по итогу он может сам ошибаться. И это в корне неправильно. Я считаю, что это неправильно. Ты должен думать своей головой. Вторая классификация — это та самая, то, что мы лентяйничаем. У каждого человека есть своя потребность в лентяйзме, да, там, то, что ты хочешь заказать какую-то еду в Delivery Club, тебе не хочется готовить это, но ты хочешь вкусно поесть. Вкусно поесть — это значит заработать. Но и работать тебе тоже не хочется. Интересно тогда логическая цепочка получилась. То, что ты этого не хочешь, но при этом ты хочешь. А как так получается? Ну, вот скажи мне, если у тебя есть родители, да, которые обеспечены, и они могут тебя содержать, да, это безусловно получится. Только давай я задам тебе другой вопрос. Насколько долго это у тебя продлится? Потому что родители, они не вечные, и впоследствии они могут уйти из этой жизни. И это будет в корне неправильно, потому что кем ты останешься, если ты сейчас не будешь ничего делать? Ну, к примеру, тебе от 15 до 30 лет, и ты ничем не занимаешься. Ты буквально ничем не занимаешься, и я даже учитываю тех людей, которые просто работают, да, они получают зарплату, она может быть большой. Они не откладывают на жилье, на какую-то машину, что-то еще. Что-то можно приобрести на деньги. Деньги — это неплохо. Деньги — это ресурс, прежде всего. Ресурс, которым ты можешь питаться, наслаждаться и просто обеспечивать свою семью. У тебя же будет семья. Я не думаю, что этот ролик будет смотреть все child-free. Я думаю, что эта позиция неверна, и таких людей будет минимальное количество. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. И следующий момент, который ты должен преодолеть, это зона комфорта. На самом деле, я не могу сказать, что на камеру сниматься это очень комфортно. Нет, мне не совсем комфортно. И как ты видишь, я сейчас присутствую прямо сейчас перед тобой, и ты смотришь этот видос именно с моим лицом, именно вот в такой вот обстановке. Я думаю, что, кстати, она очень располагает к этому видосу, потому что он все же как-никак мотивирующий. И это тоже небольшой пунктик в том, что ты должен преодолевать. Это зона комфорта. Тебе очень трудно сделать что-то, вот, к примеру, я возьму любого человека, да, который там, давайте возьмем двух, поскольку у меня канал по битам, и также я возьму обобщенно. Первые битмейкеры. Что у них есть за проблема? На самом деле, зона комфорта, она присутствует везде и во всех этапах жизни. Битмейкеры очень все просто. Они пишут точно такие же биты, как и писали год назад. Тот же жанр, тот же стиль. И они думают, что они стали лучше. Да, в какой-то степени они стали лучше. Но после этого есть такое прекрасное слово, это друг, который уже держит тебя вот так вот и говорит: друг, а ты стагнируешь. Я уже перед тобой. Да, это называется стагнация. И я думаю, что это хорошим не выйдет, потому что ты не развиваешься дальше. Ты не идешь по ступенькам, ты стоишь на той ступеньке, на которой ты смог себя преодолеть. А дальше ты просто устал. Следующие из ребят, да, это которые имеют там свой бизнес, имеют даже свою девушку, да все что угодно они могут иметь, но больше пример будет, конечно же, про бизнес. Это когда, казалось бы, да, ты можешь сделать что-то хорошее, обустроить свою логистическую фирму, к примеру, либо просто настроить логистику, потому что ты продаешь какие-то товары. Неважно какие, ты хочешь сделать себе франшизу, очень красивую, очень интересную, чтобы у тебя доход увеличился в 5 раз, а то ли и больше. Но ты не рискуешь. Ты не рискуешь, и именно поэтому ты боишься. Ты просто боишься, и это тебя стагнирует. То, что ты не хочешь увидеть этот неоправданный риск. Я же, в свою очередь, хочу, я стараюсь, я пытаюсь, я рискую. Я рискую, на самом деле, многим. И даже та самая работа, да, которая там карьерный рост, да, скорее всего, слышал, что это такое. Он на самом деле в Москве есть, по крайней мере. А поскольку я проживаю именно в столице, мне он очень доступен. Я этим не воспользовался, потому что я не то чтобы не хотел рискнуть, я просто хотел рискнуть другим. Рискнуть на более интересную, на более перспективную и на более значимую для меня профессию.
Я сразу говорю, что да, блог это не очень прикольно, но в какой-то степени это лучше, чем работать на складе где-то там прорабом, а то ли бригадиром. И это максимум, что ты можешь добиться на складе за, там, ну, по меркам Москвы, то ты можешь получать рублей 50. Это уже тебе потолок. Логист получает где-то 70, тоже потолок. Ты больше уже не вырастешь. В моем случае рост может достичь того, что 50 тысяч для меня это может быть вот так вот потратить и не переживать за это. Можно потратить это на семью, на все что угодно, но ты боишься потерять то, что у тебя уже есть. А какой смысл? Понимаешь, у нас есть также друг, это кислород. Почему я хочу обозначить это как друга? Потому что он тебе такой скользкий друг. Ты им дышишь, и все прекрасно. Вы с ним дружите, все прекрасно. А с матиком, извините меня, ребята. И что происходит в дальнейшем? Кислород, да, ты им дышишь, все прекрасно, но он такой себе не очень хороший друг, потому что он делает тебе и хуже, потому что от кислорода, как мы знаем, мы еще и стареем. И сразу хочется взять такой пунктик небольшой. Ты не рискуешь. Ну, а когда ты стареешь, ты рискуешь, ты теряешь свое время. На что ты его теряешь? На просмотр какого-нибудь Netflix? Зачем? Если у тебя есть свободная минутка, удели, конечно, посмотри, поразвлекайся. Если у тебя нет свободной минутки, и ты каждый день залипаешь в каком-нибудь Netflix либо в компьютерных играх, я думаю, что хорошим ничем не закончится для тебя. Ты можешь быть перспективен в играх, там, к примеру, Dota 2. В жизни тебе будет больно. Тебе будет очень больно, и это я и хочу до вас донести, то, что если ты будешь уделять таким развлечениям, жизнь это не развлечение, ты это потом поймешь. Будто ли тебе 20, будто ли тебе 15, а то ли и выше ребята, которые могут, кстати, тоже посмотреть этот ролик, они сразу же поймут, что жизнь это не просмотр сериала, это не просмотр, там, не игра в танчики, нет, это жизнь. И жизнь это довольно сложная игра. Да, детализировано, все прекрасно, но зачастую все происходит не так, как мы хотим. И если ты хочешь, чтобы было все так, как ты хочешь, вот прям, чтобы до талого, возьми, скажи себе нет. Вот просто скажи себе нет. Я не буду сейчас играть в компьютерные игры, я не буду сейчас смотреть сериалы, я просто начну делать то, что делал, и все. Если ты чувствуешь, что ты уже это сделал, молодец, иди дальше. Иди дальше. К примеру, битмейкинг, да? Ты сделал там хороший бит, ты его продал, все, отлично. Найди информацию еще. Как сделать в популярном жанре то-то, то-то, то-то. Ты не умеешь продавать, ты умеешь писать биты, но ты не умеешь продавать биты. Найди информацию, чтобы продать его. Все очень-очень просто. Почему мне пишут, чтобы я перебил? Мне пишут. И я назначаю цену, да, за которую, в принципе, не сильно кто отвлекается, но все же. А тебе нет. Почему так происходит? Почему я могу, а чем я от тебя отличаюсь? Я просто парень, который сейчас держит телефон, меня снимает камера, и я просто нахожусь в лесу, как ты видишь. Я ничем от тебя не отличаюсь. Так в чем я лучше? Я ни в чем не лучше. И чем я лучше от тебя? И зачастую мы сразу же переносимся к людям, которые имеют такую способность, функцию, как тщеславие. Когда ты во всем лучше, чем кто-то. Ты просто сидишь на диване, к примеру, да, либо просто жрешь какой-нибудь доширак, и ты во всем лучше. Ты лучше в том тупом качке, который ты видишь, ты лучше в том битмейкере, который продает биты, а ты нет почему-то. Но зачастую я считаю, что это неправильно. И я не могу сказать, что у меня его нету. Нет. Он у меня еще как есть. Я тоже считаю, что я в какой-то мере где-то лучше. Я тоже человек. Меня можно понять. Зачастую это у 80, у 90% есть. Из девушек там я красивее то-то, то-то. У меня ремонт лучше, чем у того-то, у того-то. Но хочется спросить, а какая тебе разница?
Ну, сделай лучше. Не говори об этом. Зачем? Порадуйся за человека. И человек порадуется за тебя, когда ты его сделаешь. Ну, навряд ли, но все же. Если вы в хороших отношениях, то я думаю, что будет все хорошо. Нежели скалиться и просто смотреть, как человек... Это буквально выглядит со стороны, как ты смотришь. У меня такая ситуация была в детстве, когда я просто смотрел на своего знакомого, который качался, он турникмен, а я просто смотрел. Потому что я считал, что этим занимаются идиоты. Да, я был очень маленьким, мне было лет 12, но все же такое было, и я это помню. Мое тщеславие возрастало прям пропорционально моему возрасту. Но потом как-то я остепенился, и если ты был даже на моем стриме по оценке битов, то ты зачастую видишь, что я либо у новичка спрашиваю, сколько он делает, и я никогда не пытаюсь зачмырить. Я просто иногда говорю, что этот стиль мне не нравится, и я его оценивать не могу. И ребята, которые были на стриме, они сразу скажут, что да, такое было. И такое было не раз. И если даже мне что-то не нравилось, то я просто смотрел, как это было сведено, как это было сделано. Я не говорю, как бы добавить, потому что я не понимаю, мне этот жанр не нравится. Но я зачастую просто хотя бы поправляю те ошибки, где я могу услышать. А зачастую нет, потому что я тоже не профессионал. Я точно такой же, опять же, тот же самый же человек, с которым ты можешь подойти, обняться на улице, и никакой гордыни у меня при этом не будет, потому что я ни в коем случае не считаю, что кто-то хуже меня, а кто-то лучше. Знаешь почему? Да, ты можешь быть хуже в написании битов, потому что у меня опыт составляет уже 4 года практически, а у тебя может быть месяц, и ты скажешь, ну, ты же все равно лучше. Знаешь, мой друг, я что могу сказать по этому поводу? Я могу быть лучше в этой сфере. Вот именно в этой сфере, да. Я, безусловно, могу быть лучше. Кто-то будет лучше меня. И от этого не сбежать. Нет, никак. Но при этом ты можешь заниматься офигенным серфингом. К примеру, тебе 13 лет, и ты такой подходишь и говоришь мне, что я не умею писать биты. Почему? Я должен говорить, что типа ты там неудачник, лошара, кто еще? Олень, я не знаю. Если ты по другой специальности на голову выше меня, в любой специальности, да, возьмем даже тот самый IT, в которой я, в принципе, плюс-минус разбираюсь. И я знаю, что зачастую у меня даже есть подписчики, которые лучше меня. Почему я должен их преунижать как-то? В той сфере, да, может быть, я что-то и скажу, но я не скажу это в каком-то негативном ключе. Я сделаю так, чтобы я постарался помочь человеку, чтобы он постарался обучиться тому, чему я знаю, хотя бы намотать себе на ус, чтобы он уже дальше осознавал, что он делает, и правильно ли он делает. Если он меня не слушает, то зачастую, как я уже говорил, тщеславие, людям, которые обладают тщеславием, они учиться не умеют, потому что они считают всегда, что они лучше всех, и всегда. И вот такой вот у нас получился с вами ролик. Я надеюсь, что вам понравилось. Если у тебя есть такие аспекты, и ты досмотрел этот ролик до конца, и, к примеру, даже если ты знаешь, что у тебя такой есть лучший друг, и ты его прям узнал, либо обычный друг, то отправь этот видос своему другу. Ну, а я вас всех, конечно же, крепко обнял, всех приподнял. И до нового ролика. Cheers!